Скажите, ну что может случиться с Солнцем? Оно светит нам каждый день без выходных и праздников уже в течение 4,6 миллиарда лет. И останется на небосводе, по мнению ученых, примерно столько же. На самом деле нашей звезде грозит немало опасностей. Если сегодня она работает как часы, согревая и освещая Землю, то однажды этот ритм способен сбиться. В любой момент в космосе что-то может пойти не так, и светило внезапно взорвется. Тогда в смертельной опасности окажется все живое на планете. То же самое грозит человечеству в далеком будущем, после заката нашей звезды, что поможет людям пережить смерть Солнца. Недавно открытая астрономами экзопланета, которая, возможно, кишит жизнью, надежная колония в открытом космосе, сама Земля, превращенная в уникальный гигантский ковчег, или другие невероятные идеи ученых. В этом космическом путешествии мы посмотрим, какой вариант нам больше подойдет. Но вот что сначала стоит выяснить. По каким причинам может неожиданно взорваться наше светило? Насколько вероятен данный сценарий? Или это просто домыслы? На самом деле, теоретически ситуация вполне реальна. Солнце в один прекрасный момент взорвется, если внутри него резко повысится скорость ядерных реакций. Причин этого может быть несколько. Гипотетически Солнце способно проглотить некую экзотическую материю, которая станет катализатором процесса. Или звезда однажды столкнется с черной дырой, прилетевшей в нашу систему из центра галактики, убежища подобных монстров. А может, люди собственными руками когда-то подорвут свое светило в результате некого неудачного эксперимента. Ученые уже не раз моделировали подобную ситуацию и пришли к следующему выводу. Чтобы разрушить Солнце, взрыв должен быть невероятной силы. Понадобится детонация в несколько актиллионов ядерных боеголовок, которые понесут в космос огромные волны раскаленной плазмы. Результаты также показали, что звезда не разорвется, как обычная бомба. У Солнца такая сильная гравитация, что удержит его от мгновенного расширения. Но если плазма будет распространяться более медленно, от этого нам легче не станет. В реальном времени мы, конечно, не увидим эту грандиозную космическую катастрофу. Уж слишком далеко находится от нас Солнце на расстоянии 150 миллионов километров. Свет преодолевает его за 8 минут 40 секунд. И как раз столько времени мы можем спокойно жить, не подозревая о скором конце света. Вернее, света станет слишком много, в 1000 раз больше обычного. Мы увидим белый огонь, который заполонит все небо. Станет светло даже ночью. Возможно, наши глаза не выдержат столь яркого небесного фейерверка, и большинство людей на планете ослепнет. Тогда мы не сумеем стать очевидцами еще более страшных событий, которые начнутся примерно через 3 часа после катастрофы. Температура солнечного ядра сильно повысится. В результате звезда начнет испускать в космос мощный поток ультрафиолетового и радиационного излучения. Это нанесет непоправимый вред здоровью людей. Из-за таяния льдов возникнут ужасные ураганы, при которых скорость ветра будет достигать 300 км в час. Они сметут все постройки, кроме самых крепких, и вырвут с корнем деревья. Миллиарды людей смоет в клокочущее море, задушит пылью, унесет ураганом или погребет под обломками небоскребов. А те, что выживут, будут с ужасом ожидать наступления рассвета, потому что вместе с ним придет и небывало сильный, уничтожающий все на своем пути, солнечный жар. Правда, пока льды продолжают таять, температура будет держаться в пределах человеческой выживаемости. Исключением станут тропики, в которых все существа буквально сгорят заживо. Однако столбики термометров продолжат плавно подниматься, отчего вскоре моря и океаны начнут испаряться. Планету окутают густые тучи, которые снизят поток солнечного теплового излучения. Но вот дышать в такой бане станет просто невозможно. Температура будет повышаться до тех пор, пока не уравновесится баланс между получаемой от Солнца энергией и ее расходом. В среднем она достигает 60 градусов Цельсия, а может и все 80. Сейчас этот показатель равен 15 градусам. Если столбики термометра поднимутся в 4 раза, жара погубит абсолютное большинство живых существ.
Выстоят разве что одноклеточные организмы, некоторые обитатели морских глубин, примитивные растения. Хотя все может быть в точности наоборот. Согласно одной из гипотез, от взрыва термоядерная реакция на Солнце остановится, отчего оно перестанет выделять тепло и свет. Если светило погаснет, Земля замерзнет всего за месяц. Какое-то время, возможно, людям удастся выжить в поселениях, расположенных глубоко внутри планеты. Только вряд ли на современном этапе развития человечество сумеет полностью обеспечить себя там продуктами и другими необходимыми вещами. Впрочем, может, сценарий апокалипсиса окажется совсем другим. Взорвавшись, Солнце не сумеет более удерживать планеты в системе силой своей гравитации. Они быстро разлетятся по галактике, как воздушные шары, которые сначала держали на веревке, а затем отпустили в небо. Земля тоже отправится в скитание по космосу и, вероятно, если не столкнется с другой планетой-изгоем, то найдет себе новый дом в какой-нибудь другой звездной системе. Мы не сможем этого увидеть. Ни один живой организм не выдержит таких межзвездных путешествий. Но представим, что планету заметили представители инопланетных цивилизаций, которых мы тщательно искали. При виде обугленного от солнечного жара безжизненного небесного тела никому из них не придет в голову, что когда-то оно было зеленой плодородной планетой. К счастью, пока состояние нашей звезды не предвещает катастрофы, и никаких смертельно опасных гостей типа блуждающих черных дыр в нашей звездной системе не ожидается. Так что вероятность внезапного взрыва Солнца неизмеримо мала. А вот естественной смерти нашему светилу не избежать, но это случится лишь через миллиарды лет. И времени, чтобы подготовиться к печальному для нас событию, хватит с лихвой. Немного позже мы посмотрим, какие варианты спасения человечества уже предлагают ученые. А сейчас давайте более подробнее разберемся в самом событии, когда и как произойдет смерть нашей звезды. Сейчас Солнце относится к звездам среднего возраста и работают в полную силу. Каждую секунду светило превращает 4 миллиона тонн водорода в гелий, и от этого светит как 4 триллиона лампочек. Кажется, столь мощный небесный светильник никогда не погаснет. На самом деле Солнце постепенно теряет былую мощь. После рождения оно на 75% состояло из водорода, а сейчас у него осталось только 35% этого горючего. По расчетам ученых, через 5 миллиардов лет водород закончится, но от этого звезда еще не потухнет. С течением времени все большая и большая часть водорода будет превращаться в гелий. Ядро уменьшаться, а давление внутри него увеличиваться. Это приведет к еще большей скорости синтеза гелия. Сейчас за счет данного процесса светимость звезды уже возрастает на 1% каждые 100 миллионов лет. За последние 4,5 миллиарда лет Солнце стало сиять на 30% сильнее. Через 1,1 миллиарда лет светило окажется еще на 10% ярче, чем сегодня. Процесс будет означать увеличение тепловой энергии на Земле, поглощаемой атмосферой. В результате возникнет безумно сильный парниковый эффект, очень похожий на тот, что астрономы наблюдают на Венере. Через 3,5 миллиарда лет Солнце разгорится на 40% ярче, после чего наша планета будет выглядеть как прекрасный голубой шар. На ней испарятся все океаны, растают ледяные шапки, а водяные пары из атмосферы будут выброшены в космическое пространство. Земля превратится в ужасный обугленный мир. Понятно, что в таких условиях жизнь перестанет существовать в любом месте на поверхности планеты. Примерно через 5 миллионов лет от настоящего времени Солнце перейдет в стадию красного гиганта и начнет стремительно увеличиваться в размерах. В этот период масса звезды буквально будет составлять всего 67% от современной. На Солнце начнется гелиевый ядерный синтез, потому оно постепенно станет красным и заметно похолодеет. Его температура опустится с 5500 до 3200 градусов Цельсия. В то же время радиус звезды станет в 256 раз больше, чем сейчас. Она поглотит Меркурий и Венеру, а нашу планету раскалит еще больше. Тем временем Солнце продолжит свою эволюцию.
Когда светило исчерпает весь гелий, начнется ядерный синтез с участием атомов углерода. Но и он не будет длиться вечно, и со временем термоядерная печка Солнца навсегда потухнет. Тогда его газовая оболочка рассеется, оставив бывшему светилу лишь горячее ядро. Звезда превратится в белого карлика, возможно, сморщившись до размеров Земли. Правда, старичок получится невероятно крепким, в 200 тысяч раз плотнее нашей планеты. Всего лишь чайная ложка его вещества будет весить около тонны. Безумно тяжелым карлика сделает кристаллизация кислорода и углерода, которая начнется в его недрах. Кристаллы получатся схожими на металл, хотя астрофизики не исключают и образование алмазов. В данном случае звезда станет великолепным хрустальным шаром, и в таком виде будет остывать еще миллиарды лет. К такому выводу ученые пришли после исследования с помощью телескопа Гая скопления 15 тысяч белых карликов, расположенных в пределе 300 световых лет от Земли. Вероятно, процесс кристаллизации газа в твердое вещество существенно задерживает их охлаждение. К тому же предполагается, что сопутствующее этому выделение тепла периодически разогревает карликов и увеличивает их яркость. Таким образом, они каждый раз омолаживаются на пару миллиардов лет. Впрочем, сколько бы ни молодились звезды, вечно жить им не суждено. Постепенно белый карлик превратится в черного карлика, сгусток темного холодного пепла. Хотя есть мнение, что звезды типа Солнца быстро рассыпаются, образуя огромное кольцо межзвездного газа и пыли. Эта туманность еще примерно 10 тысяч лет излучает свет. Ну а более крупные звезды зачастую взрываются, становясь сверхновыми или даже превращаются в черные дыры. Выходит, звезды не исчезают? Они просто перевоплощаются в новые, порой непостижимые космические объекты. Но нас больше интересует, что будет с Землей, и сумеет ли человечество выжить во время подобных звездных метаморфоз. Казалось бы, после смерти Солнца его окружению гибели не избежать. Однако в новом исследовании астрофизики оставили Земле шанс сохраниться. В чем он заключается? Когда звезда потеряет огромное количество своей массы, ее сдуют мощные звездные ветра от излучения светила. Такие бури растянут орбиты планет, то есть Земля, двигаясь по спирали, попытается держаться подальше от надвигающейся на нее звезды. Но ничего не выйдет. Солнце будет расширяться быстрее, и наш мир не успеет спастись. К тому времени, как мы говорили, на нашей планете уже не будет людей. Чтобы сохранить свой вид, человечеству придется переселиться в чужую звездную систему. Это один из вариантов. А вот в другой картине апокалипсиса у нашего мира все же есть шанс остаться в солнечных владениях. К такому выводу пришли исследователи Калифорнийского университета после открытия системы белых карликов в 4200 световых годах от Земли. Ряд данных указывает, что там есть планета в 1,9 раза массивнее Земли. Она находится в 2 астрономических единицах от своей звезды. Экзопланета выстояла, когда ее светило проходило стадию красного гиганта и сбрасывало свои внешние слои в пространство. До превращения в белого карлика звезда, о которой идет речь, была примерно вдвое массивнее Солнца, а планета, схожая на Землю, как и наша, вращалась на расстоянии 1 астрономической единицы от родительского светила. Затем встряска во время превращения звезды в красного гиганта отбросила планету дальше от своего Солнца, и, что важно, далекая сестра Земли осталась невредимой. Этот сценарий представляет оптимистический вариант будущего нашего космического дома при поздней эволюции Солнца. Земля останется в своей системе целой и невредимой, но человечеству придется искусственно поддерживать на ней подходящие параметры для жизни. Велик ли на это шанс? По словам исследователей, все зависит от того, каким образом наше светило будет сбрасывать лишнюю материю. Так, например, в одной из моделей, которые составили ученые, звездные ветры начнут отталкивать Землю на более удаленную орбиту, но параллельно ее будет притягивать мощная гравитация Солнца. При этом вероятность того, что наш мир отбросит на благоприятное для жизни расстояние от красного гиганта, ничтожно мала.
К тому же при смене орбиты возможно столкновение с Марсом, что, скорее всего, приведет к разрушению обеих планет. Если же все объекты благополучно разминутся, для выживания человечеству понадобится сохранить атмосферу Земли, магнитное поле и все другие необходимые параметры. Сейчас это сделать невозможно. Но к тому времени технологии наверняка далеко шагнут вперед. Вполне вероятно, наши потомки сумеют все эти проблемы решить. Тогда появится шанс пережить красного гиганта и оказаться в пригодной для обитания зоне вокруг белого карлика. Подтверждением стала еще одна экзопланета 8 Малой Медведицы Б, которую недавно открыли в 530 световых годах от Земли. Это газовый гигант массой в 1,33 Юпитера. Он совершает один оборот вокруг своей звезды за 93 дня и находится на расстоянии в половину астрономической единицы от своего светила. Его материнская звезда находится на стадии красного гиганта и должна бы поглотить или же сжечь, испарить планету. Тем не менее, катастрофы не произошло, что теоретически дает Земле возможность тоже уцелеть в подобной ситуации. Однако и в этом случае многочисленных опасностей вряд ли удастся избежать. Ученые из Уорикского университета в Великобритании обнаружили систему белых карликов на расстоянии 90 световых лет от нас, которая завалена останками мертвых планет. Такие звезды, похоже, часто жестоко расправляются со своими сателлитами. Да, ждать, что Земля уцелеет после кончины Солнца – такой себе вариант. Нужно искать что-то более надежное. И первое, что приходит в голову, присмотреть себе какое-нибудь теплое, а главное спокойное место на окраине Солнечной системы, то есть подальше от красного гиганта, но в своем космическом доме. Как вам такой вариант? Местность знакомая, уже достаточно изученная, да и далеко лететь не надо. Кажется, отличное решение проблемы. Но сможем ли мы найти в космической семье своего светила безопасный приют? Давайте посмотрим, какие объекты для этого подойдут. Ученые предполагают, что расширение Солнца приведет к тому, что внутренняя часть системы превратится в ад. Меркурий и Венера, как мы знаем, будут поглощены звездой, потому они не подходят. На Марс надежды тоже мало. Поскольку вряд ли там сохранится подходящая температура, Солнце подойдет к холодной красной планете очень близко и, вероятно, разогреет ее до немыслимых показателей. А вот окраины системы – другое дело. Ныне замороженная внешняя часть Солнечной системы, за поясом астероидов, станет пригодной для жизни. На Юпитере и Сатурне, вероятно, сложатся благоприятные температуры для людей. Однако эти газовые гиганты не имеют твердой поверхности, так что их не удастся заселить. Зато очень перспективными представляются их спутники. Мы знаем, что луны Юпитера и Сатурна содержат много воды. Да, сейчас они представляют собой в основном ледяные миры. С другой стороны, когда Солнце станет красным гигантом, эти спутники превратятся в тропики, просто класс люкс для человеческих поселений. Самыми перспективными для будущего переселения ученые считают Энцелад, Титан, Ганимед, Европу, Миранду, Тритон. Но насколько они пригодны для переселения сейчас, чтобы обжиться нам до превращения Солнца в красного гиганта? Во время путешествия мы внимательнее присмотримся к некоторым из этих лун и тогда сделаем свои выводы. Юпитер к нам ближе, так что с его лун и начнем. Крупнейший спутник газового гиганта Ганимед по размеру скорее сопоставим с планетой. Он примерно на 8% больше Меркурия. Самое важное, наверное, что там есть вода. По мнению ученых, ее много под корой спутника. Возможно, там плещется целый океан. К тому же лед на поверхности Ганимеда относительно тонкий и легкий для бурения. Спутник обладает разреженной атмосферой, в состав которой входит кислород. Правда, этого газа крайне мало для полноценного дыхания. Но его можно добавить при относительно несложном терраформировании Ганимеда. Неудобным будет то, что при входе на поверхность Луны понадобится особо теплый скафандр. Сейчас на Ганимеде царит смертельный холод, однако температуру способна смягчить атмосфера спутника, если она есть. Ученым еще предстоит точнее выяснить этот важный момент. Впрочем, когда Солнце превратится в красного гиганта, то Луна вообще станет тропическим раем. Но даже при жутком холоде в том месте не заскучаешь.
Ганимед является единственным спутником в Солнечной системе, обладающим собственным магнитным полем. Благодаря этому над его полярными областями часто можно наблюдать великолепные огни северных сияний. Титан тоже очень холодный и может предложить еще больше развлечений. По его размеру эта крупная луна Сатурна, как и Ганимед, ближе к небольшой планете. Его диаметр достигает 1,06 аналогичного показателя Меркурия, так что места хватит для всех желающих, сколько бы много их не было. Этот спутник ученые считают похожим на Землю больше других небесных тел Солнечной системы. И природных богатств у него тоже очень много, в том числе особенно ценной для человечества воды. На Титане также полно озер из жидких метана и этана, которые поразительно напоминают наши водоемы. Их постоянно пополняют метановые дожди. Суша покрыта дюнами из твердых углеводородов, внешне сходными с песчаными холмами на Земле. Углеводороды способны стать отличным источником энергии для человечества, если оно когда-то переселится на Титан. От радиации переселенцев защитит магнитосфера близкого Сатурна и азотная атмосфера Титана, которая на 50% толще земной. Водяной лед буквально над поверхностью спутника можно использовать для получения кислорода. Да, но не будем забывать о просто титаническом холоде на этой Луне. Температура на Титане в среднем составляет минус 180 градусов Цельсия. Но самое удивительное, что людям, вероятно, не придется прятаться под скафандрами от лютой стужи. Весь фокус в том, что плотная атмосфера Титана рассеивает холод. Она позволит гулять по спутнику просто в теплой одежде и респираторах. А для развлечений природа сотворила там такой себе местный Титаноленд. В нем можно, например, полетать безо всякого аппарата. Слабая гравитация в сочетании с плотной атмосферой позволит просто парить в воздухе, как птица. На Энцеладе, насквозь промерзшем спутнике Сатурна, еще холоднее. Средняя температура на этой большой Луне диаметром около 500 километров равна минус 200 градусам Цельсия. Однако в разломах Южной полярной области она, вероятно, поднимается до минус 90 градусов Цельсия. Но от этого не легче. Ни одно существо не выживет при такой жуткой стуже. Все же, если человечество выберет для переселения именно Энцелад, то может получить удивительный сюрприз – добрых или, наоборот, не очень приветливых соседей. Секрет скрыт внутри замороженного спутника, и космический аппарат Кассини сумел туда заглянуть. Наводку дали многочисленные трещины на поверхности Энцелада, откуда бьют огромные теплые гейзеры. Их струи указывают на то, что под поверхностью Луны скрыт океан. С недавнего времени существует гипотеза, что водоем обитаем. Космический аппарат Кассини добавил также важные факты в пользу этой версии. Он много раз погружался в струи гейзеров и с помощью размещенного на борту спектрографа определил их состав. Вывод оказался невероятным. На спутнике есть все химические элементы, необходимые для живых существ. По идее, такого на Энцеладе происходить не должно. Диаметр и каменно-ледяной состав объекта предполагает обратное. Спутник должен насквозь промерзнуть еще миллиарды лет назад, как и многие его соседи в системе Сатурна. По мнению ученых, растапливает Луну перетягивание гравитационного каната между Сатурном и его другим крупным спутником – Дионой. От этого водяной лед тает и струями гейзеров выбрасывается на поверхность. Недавно ученые отыскали среди данных Кассини очередной биомаркер – фосфаты. Эти органические вещества содержат фосфор и входят в состав живых организмов. Затем другая группа ученых нашла еще одно важное органическое соединение – синильную кислоту. Кроме того, в глубинах океана Энцелада обнаружили следы большой химической активности, разнообразных реакций, которые необходимы для возникновения жизни. Так что, возможно, какие-то существа приспособились к жизни внутри Энцелада и других водяных спутников внешних планет. Но с людьми все будет иначе. Нам не выжить в подобных условиях, даже если на этих лунах потеплеет и ледяной лед растает. Там нет подходящего для дыхания воздуха, магнитосферы для защиты от ультрафиолетового излучения и многого другого. Однако ученые не спешат расставаться с идеей о том, что мы можем спастись на этих объектах в случае превращения Солнца в красного гиганта.
Какие для этого нашим предкам придется предпринять шаги? Отличным решением станет обустройство поселения, полностью изолированного от окружающей среды. Например, на космическом объекте можно соорудить город-сад, огромную искусственную биосферу. Подобное строение, согласно самым грандиозным замыслам, охватит всю планету, спутник или другое небесное тело, куда мы захотим переселиться. Особенно перспективным метод предоставляется ученым на объектах с низкой гравитацией. Они не в силах удержать свою атмосферу, а значит, нужные людям условия для жизни. Жилье будет герметичным и находиться под давлением, с контролем состава и качества воздуха. Внутри купола будет поддерживаться комфортная температура на излишне холодных или горячих небесных телах. Для охлаждения внутреннюю поверхность города достаточно, например, покрыть микроскопически тонким слоем алюминия, отражающего инфракрасное излучение. Словом, все получится прекрасно. Хотя, какими бы гигантскими и комфортными не были города под куполом, из них просто так не выйдешь погулять по поверхности планеты. Переселенцам придется все время находиться в замкнутом пространстве или появляться на свежем воздухе в герметичных скафандрах. Полноценной жизнью это не назовешь. Изменение окружающей среды до состояния, пригодного для жизни земных организмов, или терраформирование – другое дело. После его проведения люди сумеют сколько угодно передвигаться по открытому пространству в условиях, близких к земным. Однако метод намного сложнее, чем устройство городов под куполом, и подходит далеко не для всех планет. Очевидно, что на газовых объектах терраформирование исключено. Практически невозможно создать твердую поверхность, по крайней мере сегодня. Технологический уровень для этого должен быть на порядок выше. То же самое относится к небесным телам с аммиачными ледниками глубиной в несколько сотен километров, множеством действующих вулканов или ужасными землетрясениями. В отличие от этих проблем, небольшая подгонка климата под нужды человека – менее сложная задача. Ее можно провести с относительно минимальными затратами. Например, раскаленную экзопланету, вероятно, получится охладить путем наполнения пылью атмосферы, что создаст аналог ядерной зимы, а замороженный мир, наоборот, удастся нагреть путем ядерных ударов в залежи породы, содержащей воду. Тогда в атмосфере окажутся парниковые газы, которые поднимут температуру. Подобный результат даст создание парникового эффекта с помощью солнечных зеркал. Также в некоторых случаях понадобится ускорить вращение планеты или спутника вокруг своей оси. Подобную меру придется принять для снижения перепада температур между их дневной и ночной стороной. После регулировки температурного режима, скорее всего, понадобится приспособить к нуждам человека атмосферу. Необходимая масса летучих веществ может быть привнесена извне кометами, замороженными астероидами или выпарена из льда на поверхности объекта. Чтобы затем наполнить атмосферу кислородом, придется сотворить соответствующую экосистему. Нужно выбрать такие бактерии, растения и животных, которые приживутся в первоначальной атмосфере, а затем обогатят ее кислородом и заодно создадут почву. Если мы немного подправим климат на ледяных лунах Юпитера и Сатурна, когда их растопит Солнце, то получим комфортное жилье. Там человечество сможет успешно жить и развиваться. Но время тоже будет ограничено. Где-то в возрасте 8 миллиардов лет Солнце своим жаром сделает необитаемой всю нашу систему. Даже самый далекий Плутон. Точная дата катастрофы зависит от количества массы, которое потеряет звезда, и как сильно сдвинутся планеты. Но итог один. В Солнечной системе не останется места для жизни. Нашим далеким потомкам придется искать новое пристанище. Причем у чужих звезд и их планетных систем. Там не будет своих привычных, хорошо изученных космических соседей, внешних планет Солнечной системы и их спутников. Человечеству будет нелегко свыкнуться с мыслью об этом, однако другого выхода не останется. К счастью, в Млечном Пути более 200 миллиардов других звезд, и рядом с большинством крутятся планеты, так что выбор практически бесконечный. Однако среди них еще нужно найти подходящий объект и как-то переехать к чужой звезде. Путь очень далекий, и в режиме экспресс-поездки его не преодолеть.
Если построить колонию прямо в межпланетном пространстве, то можно попытаться с достаточным комфортом переехать на новое место жительства. В целом идея не нова. Ее предлагали еще в 1960 году, но лишь недавно команда ученых из Стэнфордского университета разработала проект современного поселения среди звезд и планет. Оно выполнено в виде тора диаметром в 1,6 километров и толщиной 150 метров. Такой город вместит 10 тысяч человек. Для создания искусственной силы тяжести тор заставит непрерывно вращаться вокруг своей оси. В жилой зоне предусмотрены отдельные апартаменты, расположенные на разных уровнях. Все они будут связаны винтовыми лестницами. Правда, на этих лестницах люди зачастую будут видеть друг друга вверх ногами и вниз головой. Эффект возникнет, поскольку при постоянном вращении города вестибулярный аппарат человека не сможет распознать спиральную форму лестницы. Если такой тор оснастить мощными ракетами, то его можно перемещать от звезды к звезде, от планеты к планете. Хотя быстро передвигать по пространству столь грандиозное сооружение вряд ли получится. На это уйдет немыслимое количество энергии. Более вероятно, такое себе черепашье путешествие. Медленно, не торопясь, в течение многих поколений. Если же пристыковать его к какому-либо межзвездному объекту, все наверняка пойдет быстрее. Правда, такие гости редко посещают Солнечную систему. Пока астрономам их известно лишь 3. Первым был знаменитый Оumuamua, который в 2017 году поразил ученых безумной скоростью и удлиненной формой. Второй стала комета Борисов, которая вскоре начала распадаться на части. Наконец, объект 3I Atlas находится в гостях у Солнца прямо сейчас. По предварительным данным, он также является кометой. Размер космического бродяги пока остается загадкой. Если бы это был каменный астероид, его диаметр составлял бы около 19 километров. По крайней мере, на это указывает количество отраженного света, который сейчас фиксируют астрономы. Однако, поскольку 3I Atlas комета, точные размеры которой определить сложнее из-за такой себе запятой, она представляет собой облака газа и пыли, образующиеся под воздействием солнечного тепла, и хвост, который может достигать огромных размеров. Например, хвост кометы Борисов в 14 раз превышал размер Земли. Но нам важнее, что объект движется с невероятной скоростью – около 60 км в секунду. Подобный тягач, несомненно, быстро домчит до чужих звезд. Возможно, к нему можно присоединить не только искусственный межпланетный город, но и обычный местный астероид. Специалисты предлагают приспособить для переселенцев такие скалы, как Веста диаметром 525 километров. Хотите жить внутри небесной горы? Возможно, в скором будущем это удастся. Подобный проект уже разрабатывается. Он назван «Обитаемый Бену» в честь небольшой скалы диаметром 300 метров из пояса астероидов. Есть некоторые данные о том, что внутри она является полой. Если это подтвердится, Бену станет идеальным для строительства первого городка внутри астероида. Исследования также показывают, что для возведения подобных крейзи населенных пунктов подойдут и многие другие астероиды диаметром от 300 метров. Группа ученых из университета Рочестера в Нью-Йорке разработала иной план превращения небесных скал в космические города. Концепция астероидного города основана на идее вращающейся конструкции космического поселения. Материал астероидов для этого вполне подойдет. Для скрепления сооружения предполагается использовать мегалегкую и в то же время сверхпрочную сетку из углеродных нановолокон. Далее вращение астероида приведет к тому, что под действием центробежной силы камни будут расширять мешок наносетей и уплотняться. Как раз то, что нужно для крепкого жилья. Заодно такой материал отлично защитит колонистов от космической радиации. Астероид диаметром 300 метров можно превратить в цилиндрическую космическую область площадью около 35 квадратных километров. Это примерно размер Манхэттена. Поселение в астероидах когда-то, возможно, тоже удастся присоединить к межзвездным объектам, чтобы переехать к чужим звездам. А если нужного небесного странника не подвернется, тогда останется традиционный метод, о котором мы уже упоминали – использовать космические корабли. Возможно, наши потомки научатся путешествовать почти со скоростью света.
Даже с современными технологиями межзвездные путешествия уже не кажутся чем-то непостижимым. Но пока только в теории. Самый быстрый из построенных на сегодняшний день космических кораблей, Voyager 1, отдаляется от Солнца со скоростью 61,198 км в час. У него уйдет 70 тысяч лет на то, чтобы достичь ближайшей звезды. Однако люди будущего, возможно, сумеют построить не просто мощные и быстрые корабли, а настоящие межзвездные ковчеги. Там целые поколения путешественников будут полноценно жить, рождаться и умирать, прежде чем достигнут цели. Подобным образом звездные колонисты могут расселиться по всему Млечному Пути, к тому моменту, как наше Солнце умрет. Какие планеты переселенцы захотят назвать своим вторым космическим домом? Конечно, похожие на Землю. И ученые уже присматривают подобные объекты в нашем звездном окружении. Скажем сразу, в космосе пока не найдено двойника Земли. Так что никто не предложит людям планету под ключ. Придется каким-то образом адаптировать место проживания к своим потребностям. И, конечно, чем ближе чужой мир будет к нашему, тем меньше придется тратить энергии на его переделку. Некоторые планеты кажутся здесь ученым особенно перспективными. Прежде чем познакомимся с такими объектами, сначала давайте разберемся, у каких звезд лучше их искать. На ум прежде всего приходят подобные Солнцу желтые светила, ведь мы привыкли к их свету и характеру. В системах желтых звезд астрономам попадаются очень интересные небесные тела. Недавно в созвездии Эридана обнаружена суперземля всего в 20 световых годах от нашей планеты. Она в 5 раз массивнее Земли и вращается на расстоянии всего в 0,3 астрономической единицы от своей звезды, похожей на Солнце. В 3 раза ближе, чем Земля к своему светилу. Тем не менее, ученые считают, что суперземля еще входит в обитаемую зону, и ее окружает достаточно плотная атмосфера. Не исключено, что она пригодна для жизни людей. В пользу HD 2794D можно рассчитать и то, что она каменистая. Пока астрономам известно очень мало миров с твердой поверхностью в системах желтых звезд, а это, к тому же, расположено практически по соседству с Солнцем. Впрочем, хотя новая планета находится в зоне обитаемости звезды, исследователи не уверены в ее возможности поддерживать жизнь. Большая масса HD 2794D и эксцентричная орбита делают ее достаточно непохожей на Землю. В отличие от большинства планет, эта суперземля вращается вокруг своей звезды не по кругу, а по эллипсу. В течение года она движется от внешнего края зоны обитаемости к внутреннему. В результате климат на HD 2794D ожидается очень нестабильный. Но все равно эта суперземля остается перспективным вариантом для переселения, особенно если подтвердится версия о ее полноценной атмосфере. Тогда в том мире может существовать жидкая вода. Однако остается еще одно большое «но». Это звезда HD 2794D. Мы знаем, что в масштабах Вселенной светила, похожие на Солнце, живут относительно недолго. Так что через 5-6 миллиардов лет взрослая желтая звезда экзопланеты повторит путь Солнца, превратившись в красного гиганта и после в белого карлика. Или, если светило огромное, оно взорвется сверхновой. Почему бы не переключить внимание на долгоживущие, практически вечные звезды? Их в космосе очень много. Это небольшие тусклые красные карлики, которые, по некоторым подсчетам, светят в небе до триллиона лет. И возле них астрономы все чаще обнаруживают экзопланеты. Есть ли среди них такие, где человечество сможет укрыться после гибели Солнца? Желательно поближе к Солнечной системе, чтобы далеко не переезжать. Здесь мы не можем обойти стороной одну экзопланету, хотя не раз уже знакомились с ней во время космических путешествий. Она представляется очень привлекательной для миграции людей, и стоит хотя бы на минуту заглянуть к ней еще раз. Это Проксима Б из системы Альфа Центавра, всего в 4 световых годах от нас. Экзопланета мирно живет буквально рука об руку со своим светилом, совершая оборот вокруг него за 11 дней, и не сгорает, а сохраняет вполне приемлемые условия.
Все дело в том, что Проксима Центавра – тусклый красный карлик. В результате экзопланета получает 65-70% потока излучения, которое Солнце дает Земле. Благодаря этому Проксима Б, как и Земля, попадает в обитаемую зону звезды. На экзопланете может быть жидкая вода, если подходит температура, но вот ее средний показатель, как выяснили ученые, на планете равен примерно минус 39 градусам. То есть в таком ледяном царстве не замерзнет разве что волшебная вода. Спешить с подобными выводами, как уверяют астрономы, не стоит. Звезда очень сильно притягивает близкий к ней мир своей гравитацией, и Проксима Б всегда повернута одной стороной к светилу, а другой в космос. На стороне, что смотрит на красного карлика, конечно, намного жарче, чем на противоположной. Температура там превышает нулевую отметку, но не поднимается слишком высоко. Это подтвердили две климатические модели ученых – Экстерского университета и Британского метеорологического института. Результаты моделирования вообще превзошли ожидания ученых, показав на Проксима Б очень стабильный климат. Идеальное место для переселения? К сожалению, не все так просто. Основная загвоздка в звезде Проксима Центавра. Красный карлик отличается особо взрывным характером. Время от времени он зажигается ярким огнем, выбрасывая мощные потоки излучения. Подобная вспышка произошла в 2017 году, когда звезда в 1000 раз увеличила свою светимость. Тогда ее лучи могли полностью стерилизовать близкую звезду до последнего микроба. Но, как показывает практика, жизнь приспосабливается даже к мегапотокам излучения. Лучший тому пример – наша Земля, которая на ранних стадиях развития тоже получала огромные дозы ультрафиолета, а все же стала домом для множества различных существ. В современном мире тоже есть подобные примеры. Коралловые полипы отлично нейтрализуют пагубное действие ультрафиолета флуоресценцией, задействовав специальные защитные белки. Подобный сценарий возможен и для потенциальных обитателей Проксима Б. Человечество при будущем развитии технологий тоже наверняка справится с этой проблемой. А если экзопланета защищена плотной атмосферой, то и особо стараться не придется. Правда, близкая звезда в любом случае интенсивно сдувает атмосферу планеты в космос. Одна из моделей астрономов показывает, что это происходит в 10 тысяч раз быстрее, чем на Земле от воздействия Солнца. Вместе с тем, ученые допускают, что Проксима Б сохранила часть атмосферы, если в юности успела сформировать вокруг себя толстый газовый покров. Извержения вулканов, удары комет тоже способны частично компенсировать потери атмосферы за счет выброса газов. Или, по другому предположению, Проксима Б защищена от радиации мощным магнитным полем. А вот самая новая находка, экзопланета К2-18b из созвездия Льва, несколько иная. Это суперземля в 120 световых годах от Земли, каменистый мир примерно в 2,6 раза больше нашего по радиусу и в 8,6 раз массивнее. Там переселенцы могут столкнуться с аборигенами. По крайней мере, в атмосфере К2-18b астрономы обнаружили химические соединения, намекающие на наличие биологической активности. Исследователи Кембриджского университета астрономии с помощью телескопа Джеймс Уэбб нашли в атмосфере экзопланеты следы молекул диметилсульфида. Этот газ на Земле вырабатывают только морские микроорганизмы или фитопланктон. По словам исследователей, количество данного газа в атмосфере К2-18b просто зашкаливает. Его, вероятно, в 1000 раз больше, чем на нашей планете. То есть при условии, что диметилсульфид действительно вырабатывается живыми организмами, экзопланета просто кишит различными существами. Если человечество когда-то решит освоить эту экзопланету, то соседей будет хоть отбавляй. На них указывают и другие результаты исследований. Ранее ученые обнаружили на К2-18b признаки метана и углекислого газа. Их большое количество вместе с недостатком аммиака указывает, что на К2-18b может находиться водный океан, подобный земному. По данным астрономов, у К2-18b и Земли, возможно, есть еще несколько похожих черт. Так экзопланета получает примерно такое же количество звездной радиации, как наша. Без учета атмосферы ее температура близка к земной, потому вода способна находиться в жидком виде.
Как вам нравится в качестве нового космического дома этот невероятный далекий мир? Вряд ли кто-то найдет его непривлекательным. Тем более, что он вращается в системе долго живущего красного карлика К2-18. Времени, чтобы освоиться на новом месте, у человечества будет хоть отбавляй. Правда, еще нужно уточнить, действительно ли в том мире все так хорошо. Ученые отмечают, что диметилсульфид на К2-18b не является окончательным доказательством обитаемости экзопланеты. Есть гипотезы о небиологических процессах, которые образуют подобное соединение. Хотя при настолько высокой концентрации этого газа, как на К2-18b, такой вариант считается маловероятным. Природа океана на планете, если он существует, тоже остается неизвестной. Этот водоем может быть слишком горячим или обладать другими свойствами, исключающими существование жизни, подобной земной. Кроме того, выдвинуты альтернативные интерпретации данных о К2-18b. Экзопланета может быть газовым мини-Нептуном, без четкой поверхности, пригодной для жизни. Команда Кембриджского университета намерена еще раз тщательно проверить свои выводы относительно благоприятных для жизни условий на К2-18b. А мы тем временем посмотрим дальше в будущее. Что может там ждать человечество, если оно выживет в мире у красного карлика, без собственной звезды Солнца и планеты Земля? Красные карлики станут последним поколением звезд. Как только они умрут, Вселенная погрузится во тьму. В полном смысле слова. Холодный угольно-черный мир без конца и края. Даже представить это жутко. Тем не менее, и в те бесконечно далекие времена некоторые ученые не видят препятствий для продолжения жизни. По их словам, после смерти красных карликов мы перейдем в так называемую эру гравитации без звезд. Там человечество тоже может найти вполне реальные возможности для сохранения своего вида. Наши потомки, вероятно, сумеют построить гигантские космические электростанции у черных дыр. Технология, как считает физик Ричард Готт из Принстона, может быть совсем простая. Например, собирать энергию гравитационного притяжения, как в старинных напольных часах. Эти ходики действовали в основном за счет механических гравитационных механизмов. Гири, которые опускались, приводили в движение колесную систему и маятник. Или люди, по мнению физика, сумеют подключиться к тепловой энергии сохранившихся планет. Гравитационное притяжение между космическими телами создает трение, которое частично нагревает объекты без участия звездного света. Подобным теплом можно воспользоваться, если не будет другого. Какой исследователь представляет такую жизнь? Не стоит думать о людях последнего этапа Вселенной, как о пещерных жителях, сбившихся в кучки у термальных источников. Триллионы лет эволюции сильно нас изменят. Возможно, человечество сольется с компьютерами, тогда у людей вообще не будет физической формы. Единственное общее, что останется у наших потомков с нами, неотъемлемая искра жизни. И это не обязательно плоть и кровь, а скорее информация. Цивилизация, основанная на информации, может существовать практически бесконечно. И нет препятствий для того, чтобы человечество не воспользовалось подобной возможностью. Так мы минем невероятно длинную гравитационную эру. По мнению Готта, начавшись через 15 триллионов лет, она может продлиться квинтиллионы лет и больше. А квинтиллион, на минуточку, единица с целыми 18 нулями. Столь огромная цифра отражает отрезок времени в триллионы раз больше, чем существование человечества на Земле. Для нас подобное звучит почти как вечность. И все же это еще не сама вечность. В какой-то момент должен исчерпаться физический лимит материи для жизни. Согласно теориям физики, где-то между 1 дециллионом, единицей с 34 нулями, и 1 вигентиллионом, единицей с 64 нулями, лет спустя, протоны в ядрах всех атомов распадутся. Тогда черные дыры останутся единственной организованной формой материи во Вселенной. К тому моменту у человечества наверняка уже не будет физического тела. Это предел? Действительно, на отметке 1 со 100 нулями лет или 1 Google год даже черные дыры испарятся. Не будет больше ни энергии, ни структуры в каком-либо виде. Лишь холодный вечный туман из частиц. И это станет концом жизни. А может и нет. Космолог Пол Стейнхарт из университета Принстона изучает модель, по которой Вселенная проходит через бесконечные циклы возрождения.
Вместе с учеными Колумбийского университета он разработал теорию о том, что произойдет очередной большой взрыв. Причем это случится задолго до апокалипсиса черных дыр. Новый большой взрыв сотрет все следы существующего мироздания. При этом останется вероятность, что человечеству удастся найти способ перепрыгнуть в следующий космический цикл. Как вам идея ученого? Кажется реальной или чересчур смелой, чисто из области допущений? Современная физика однозначный ответ на вопрос дать не может. Но у нас достаточно времени, чтобы над этим подумать, наслаждаясь днем светом своего Солнца, а ночью Луны и мириадов звезд живого, вечно меняющегося космоса.